Всем добрый день, дорогие подписчики! Сегодня такой маленький, коротенький ролик о том, почему врач вам ничего не говорит после операции. Это комментарий, который часто встречается у меня на канале, когда человек пишет, что вот была операция, и проходит какое-то количество времени, да, и вот тут вдруг появляются там какие-то проблемы в реабилитации, да, и все это как снежный ком, а потом вы оказываетесь, может быть, там у меня на канале, еще на каком-то канале, и открываете для себя столько много интересного и нового, что, оказывается, можно было делать уже сразу после вашей операции. И у вас возникает такой логический вопрос, а почему мне всего этого не сказал мой врач? Я вам хочу сегодня сказать мнение, да, мое, почему вам врач ничего не говорит после операции. А мое мнение такое, что как бы это не его работа вам говорить вот это все, что касается реабилитации после операции, потому что это работа реабилитолога на самом деле. Работа врача – это вас прооперировать, это сделать так, чтобы операция прошла успешно. Все, точка, вот точка. После операционного зала работа врача для меня заканчивается. Он может, да, и как правило он вас встречает там через какое-то количество времени, у нас это 6 недель первый раз, затем это полгода, на встрече, когда он делает снимок, он смотрит свою работу, как там все хорошо срослось, либо как там стоит, если это протезирование, как стоит протез, симметрия, ля-ля-ля, туда-сюда, и все. Вот это его работа. Его работа – это вас прооперировать и затем удостовериться в том, что он сделал хорошо свою работу, тогда, когда он вас оперировал. И он не обязан, понимаете, это не его работа говорить вам, что после операции вам нужно прикладывать лед каждые 2 часа, что вам нужно ходить 1 раз в час, что вам нужно начинать делать упражнения там, на 2-й день после операции, что вам вот держите вам упражнения, вот 10 начальных упражнений, а через 2 недели вот держите следующий памфлет, да, со следующими упражнениями, и вот потом вот еще дальше вот эти упражнения. А вот прямая мышца бедра, нужно ее восстанавливать вот так вот, да, понимаете, это все, это работа моя уже, это работа реабилитолога. Более того, я вам скажу, что у нас врачи абсолютно точно такие же. У нас врачи, они, может быть, знают какое-то там, не знаю, какие-то общие отдаленные представления у них о восстановлении, о реабилитации, но они не имеют никакого специального образования в этой области. И когда наши пациенты приходят к нашим врачам на первое рандеву и задают какие-то вопросы, то что отвечает наш врач? Обратитесь к своему реабилитологу, да? Задайте этот вопрос своему реабилитологу. У нас рандеву с врачом длится в среднем 10 минут. 10 минут – это, в общем-то, на то, чтобы спросить у пациента, как он себя чувствует, посмотреть его снимок, посмотреть, как бы, в общем, да, состояние ноги, и все, и все. Они даже не делают никаких замеров, да, там, сгибания, разгибания, там, отведения ноги, и все и так далее. То есть врачи, в том числе и у нас, я вас уверяю, они не занимаются реабилитацией, они занимаются оперированием. Они занимаются проверкой того, да, как они прооперировали там на последующем рандеву, и все. Если в вашей стране, да, я вам вот так вот скажу, если в вашей стране не предусмотрена система реабилитации, если у вас нет реабилитологов, значит, не перекладывайте ответственность за свою реабилитацию на ваших врачей. Потому что в этом случае ответственность за ваше восстановление лежит полностью на вас. Вот, полностью на вас. Это то, как я считаю. И да, если у вас нет там реабилитолога и нет реабилитационного центра, куда вы потом отправляетесь после операции, значит, собирайте информацию самостоятельно, значит, пытаетесь понять, как восстановиться, какие упражнения делать и что нужно и так далее, потому что это будет полностью ваша работа. Это не работа вашего врача. Это ваша ответственность, это ваша задача, да, восстановить свое тело.
Вот, такое мое мнение. Вы можете, конечно же, не согласиться, да, с моим мнением, да, может быть, вы считаете, что врач, он бог, он должен знать все от начала и до конца, он должен вас предупредить, что то-то, 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 то-то нужно, то-то, то-то, то-то не нужно делать после операции, но я считаю вот так вот. Наверное, единственный маленький пункт, который я здесь добавлю, это то, что все-таки, наверное, это вам должен сказать врач еще там до операции, предупредить вас, да, и было бы идеально, если бы врачи так делали, это то, что вот смотрите, я вам делаю операцию, и все, на этом точка. Что будет потом, это вот ваша работа, да, восстановление, это вот все ваша задача. Вот тогда, наверное, может быть, там это помогло бы избежать многих недопониманий между пациентами и врачами в том плане, что там ожидания пациента по отношению к врачам. Но, да, вот мое мнение, это то, что реабилитация – это работа реабилитолога, это не работа врача. Работа врача – это операция, это сделать операцию правильно. Все, точка. Все, прощаюсь с вами. Буду пить свой чай. Все, пишите ваше мнение под данным роликом, да, в комментариях, как всегда. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.